Всем доброго времени суток, меня зовут Натали, и вы находитесь на канале Beautiful Toys. Сегодня я предлагаю связать вот такой комбинезон для тигренка Тимошки. Для этого нам понадобится пряжа. Если вы вязали тигренка по моему описанию и будете вязать из той пряжи, которую я рекомендовала, то вы сможете связать комбинезон по моим меркам. Если же вы вязали из другой пряжи, потолще, потоньше, то подбирайте пряжу на комбинезон чуть потолще, чем основная пряжа, которую вы вязали самого тигренка. У меня эта пряжа вот такая Аделия. Здесь в 50 грамм 130 метров. Нам понадобятся спицы. 3 миллиметра мы будем вязать резинку. И основное полотно мы будем вязать на спицах 4 миллиметра. Я брала круговые, мне так удобнее. И понадобится сантиметровая лента для того, чтобы определить объем бедер. Первым делом мы определим объем бедер. Это нужно сделать на самой выступающей точке. Прикладываем. И вот таким образом оборачиваем бедра тигра. У меня это 23 сантиметра. И записываем. Объем бедер 23 сантиметра. Затем нам нужно связать образец. Буквально 5-6 сантиметров в ширину и высоту. Для того, чтобы определить, сколько у нас в сантиметре петель. Я уже вязала образец, и у меня в 1 сантиметре 2 петли. Вы определяете по своему образцу и также записываете. Далее нам надо рассчитать, сколько петель нам нужно набрать. Мы к 23 сантиметрам прибавляем 1 сантиметр на свободу облегания. Далее давайте рассчитаем. Мы берем 23 сантиметра и умножаем на количество петель, которые у вас получилось в сантиметре. У меня это 2 петли. И у меня получается наборный край 46 петель. Мы возьмем еще 2 петли кромочные и плюс 2 петли в моем случае, потому что в 1 сантиметре 2 петли, 2 петли на свободу облегания. Итого у меня получается в общей сумме 50 петель. Для того, чтобы связать комбинезон, больше расчетов никаких не нужно. Итак, приступаем к вязанию. Оставляем кончик для того, чтобы нам набрать нужное количество петель. И набираем, в моем случае, 50 петель обычным способом. На спицах 3 миллиметра. Набрали 50 петель. Сейчас мы будем вязать поворотными рядами, потом соединять будем в круг. Провяжем несколько рядов по кругу, а потом штанины 2 отдельно свяжем. Переворачиваем вязание. Первые петли у нас кромочные, мы их снимаем. Далее вяжем резинку 2 на 2, начиная с 2 лицевых петель. Вяжем 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных
И так до конца ряда, до последней петли. Последняя петля у нас кромочная, мы ее провязываем изнаночной петлей. В третьем ряду нам нужно сделать отверстие для пуговки. Мы делаем кромочную, снимаем, провязываем 2 лицевых петли, делаем накид, 2 изнаночных петли мы провязываем вместе за передние стенки. Далее вяжем по рисунку до конца ряда. Четвертый ряд вяжем по рисунку до накида. Мы дошли до накида, накид провязываем лицевой петлей для того, чтобы у нас образовалось отверстие для пуговицы. И далее провязываем до конца 2 изнаночные петли. Кромочную мы провязываем также изнаночной. Связали 4 ряд. 5 ряд мы вяжем по рисунку. 6 ряд также провязываем по рисунку. И 7 ряд мы будем менять номер спиц. Будем вязать теперь 4 миллиметра спицами. Провязываем ряд по рисунку. Это 7 ряд до конца. Далее с 8 по 13 ряд вяжем лицевой гладью. Заканчиваем мы изнаночным рядом. И дальше мы будем соединять наше полотно в круг. Для соединения в круг нам нужно с правой спицы петлю перекинуть на левую спицу. Взять петлю с левой спицы и одеть на петлю, которую мы перекинули. Вот так. Теперь петлю, которая с левой спицы, мы отпускаем, затягиваем, и петлю, которую мы перекинули, мы ее возвращаем обратно. Вот таким образом. Подтягиваем хорошенько, повесим маркер. И далее мы провязываем лицевыми петлями до конца ряда, не довязывая 2 последние петли. Итак, мы довязали до конца ряда. Всего у нас было 50 петель. Когда мы соединили в круг наше изделие, у нас получилось минус 1 петля, то есть 49. Сейчас нам нужно последние 2 петли провязать вместе за задние стенки петли. Мы провязываем вместе, и у нас получается в ряду 48 петель. Перекидываем маркер и далее вяжем по кругу 5 рядов лицевой гладью. Итак, провязали мы 5 рядов вверх. Теперь нам нужно поделить на штанины. У нас в окружности 48 петель, соответственно, делим на 2. У нас получается 24 петли. По 24 петли нужно на каждую штанину. Мы сейчас с вами провяжем 24 петли и далее соединим. Я отсчитала 24 петли и будем сейчас их провязывать. Петли с другой штанишки перекинем на любую ниточку, либо на другие спицы. Но чтобы спицы мне не мешали, я все же сделаю на веревочке, перекину на веревочку. Перенесла я петли на веревочку. И теперь будем вязать 5 рядов вверх, просто лицевой гладью. Просто продолжаем вязать лицевыми петлями 5 рядов. Мы провязали вверх 5 рядов штанины. Теперь нам нужно провязать несколько рядов платочной вязкой. Так как у нас круговое вязание, у нас получится чередовать изнаночные ряды и лицевые. Мы провязываем сначала изнаночный ряд, затем лицевой ряд, заканчиваем изнаночным рядом. Связали мы 3 ряда платочной вязкой. Теперь будем закрывать штанину. Берем 2 петли вместе за задние стенки и провязываем их вместе.
скидываем, и теперь ту петлю, которая у нас на правой спице, одеваем на левую спицу и повторяем. И вяжем вторую такую же штанину. Такой момент, когда вы присоединяете ниточку ко второй штанине, вы оставляете кончик побольше. Вот я оставила маленький, и теперь мне нечем зашить вот эту дырочку, которая у нас образовалась. Вы оставьте подлиннее эту ниточку, и потом вот это отверстие просто прошьете, вот берясь за петельки взад и вперед. То есть просто зашьете эту дырочку. И по поводу длины штанины хотела вам сказать. Хотите немножечко покороче сделать штанишки, делайте либо лицевой гладью на один ряд меньше, либо делайте платочной вязкой на один ряд меньше. И тогда штанишка уменьшится. Вот, у меня получились немножко длинные. На первом тигре почти как шорты, вот эти у меня получились как штанишки. Наборный край у нас был 50 петель. Мы не будем брать в расчет кромочные петли, получится 48 петель. Нам надо эти 48 петель разделить на 3 части. Получается по 16 петель. Отсчитываем от края, там где у нас отверстие под пуговицу, 16 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Начинаем ряд с изнаночной полоски. Спицы удобнее всего взять чулочные 3 миллиметра, так как мы вязали резиночку. Набираем 16 петель. Кому удобно, может это делать крючком. Я наберу это спицами. И 16 петля. С другой стороны у нас также должно остаться 16 петель. Переворачиваем вязание и вяжем первый ряд. Провязываем первую петлю изнаночной. Далее вяжем по рисунку. Видим лицевые петли, вяжем лицевыми. Видим изнаночные петли, вяжем изнаночные. Резинкой 2 на 2. Последнюю петлю провязываем изнаночной. Переворачиваем вязание и теперь делаем убавки. Провязываем 2 первых петли вместе за заднюю стенку. Далее провязываем по рисунку. Изнаночная, лицевая, лицевая, 2 изнаночных. И так до конца 2 петель последних. Вот у нас осталось 2 петли. Мы их провязываем лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Провязали. Разворачиваем вязание, провязываем изнаночный ряд по рисунку. Первую провязываем изнаночной, далее по рисунку. Последнюю провязываем изнаночной. Переворачиваем вязание. Первую провязываем со второй с наклоном влево, делаем убавку. Далее по рисунку до конца 2 последних петель. Провязываем 2 последние петли за переднюю стенку с наклоном вправо. Изнаночный ряд провязываем по рисунку. Первую петлю и последнюю провязываем изнаночными. Делаем убавку. 2 петли провязываем вместе с наклоном влево.
Провязываем по рисунку до последних 2 петель. Делаем убавку за задние стенки петли с наклоном влево. И последний ряд мы провязываем по рисунку. Первую и последнюю провязываем изнаночной. Закрываем петли. Закрываем за задние стенки 2 петли вместе. С правой спицы одеваем на левую и провязываем вместе 2 петли. Так до конца ряда. Ниточку не обрезаем. Сейчас мы будем вязать лямку. Возьмите крючок 2,5 у меня, вы подбираете крючок под свою пряжу и начинаем вязать 20 воздушных петель, не обрывая ниточку. 1, 2, 20. Со второй петли делаем 19 столбиков без накида. 1, 2, и последняя 19. И соединяемся соединительной петлей вот за эту кромочную петлю. Все, ниточку можно обрезать и потом закрепить. Первая лямочка у нас готова. Другую лямочку делаем точно так же. Присоединяем ниточку к петле. Вяжем 20 воздушных петель, а потом 19 столбиков без накида. Далее нам нужно примерить наш комбинезон на тигра. Пришиваем пуговку. Я вот такую выбрала звездочкой. Пришиваем пуговку. И после того, как вы пришили пуговку, застегиваете комбинезон и только потом прикладывайте наши бретелечки. Определяйте место. Хотите, можете сделать наискосок и пришить еще какие-нибудь кнопочки. Вот так. Хотите, пришейте просто вот таким образом. Намечаете место, прикалываете булавочкой также с противоположной стороны. И все. Потом просто подшиваете тоненькой ниточкой. И если что, у вас запасы есть. То есть, если вы захотите крест-накрест сделать, то у вас вот здесь вот еще остается запасик. На этом мастер-класс по тигренку Тимошке закончен. Всем спасибо, кто связал вместе со мной этого милого тигренка. Обязательно при публикации пишите, пожалуйста, упоминание об авторе, то есть меня, Над Степашка. Это мой инстаграм. Отмечайте в своих публикациях. И также, кто вяжет со мной в ВКонтакте, отмечайте автора Наталья Степанкова.